Популярная турецкая актриса Ханде Эрчель дала интервью журналу Based Istanbul. Звезда откровенно рассказала о пути к своей мечте, внутренних переживаниях, борьбе между публичным образом и настоящей собой, а также призналась, что до сих пор учится принимать себя и не бояться собственных чувств. По словам актрисы, еще в детстве ее мечты были гораздо больше той жизни, которой она жила. Мои мечты были больше моей жизни, даже намного больше. Я выросла в очень маленьком месте, а потом оказалась в огромном мире. Но сейчас я понимаю, что тогда почему-то была абсолютно уверена, это обязательно станет моей жизнью. Я очень сильно это визуализировала. И когда ты по-настоящему веришь, что это однажды произойдет, каким бы огромными ни казались твои мечты, со временем они начинают становиться ближе и уже не выглядят такими недостижимыми. Ты делаешь еще один шаг и думаешь, кажется, я стала немного ближе. И тогда мечта словно становится меньше, потом еще меньше. Поэтому я считаю, что мечтать нужно масштабно. Человек должен расширять границы собственного мира, превосходить свои мечты, чтобы затем появлялись еще более смелые и прекрасные цели, считает актриса. Одним из самых личных моментов интервью стал разговор о том, как ей удается разделять обычную Ханде и публичную звезду Ханде Эрчель. Актриса призналась, что совсем недавно впервые серьезно задумалась над этим вопросом. Иногда я словно оказываюсь между Ханде и Ханде Эрчель. Думаю, многие мои коллеги-актеры поймут это чувство. Бывает, что я действительно застреваю между этими двумя людьми. Но со временем у Ханде Эрчель появился сильный защитный щит. За все эти годы, после всего, через что мне пришлось пройти, я смогла его выстроить. А вот Ханде... Есть вещи, с которыми ей по-прежнему нелегко справляться. Когда я открываюсь людям, иногда мне причиняют боль. И над этим я до сих пор работаю. Я продолжаю взрослеть и учиться. Но в то же время я понимаю свою наивность, понимаю свое желание верить людям. И я не хочу полностью закрываться этим защитным щитом. Иногда прекрасно и разбиться, и прожить боль, и испытать грусть, и почувствовать счастье. Все это эмоции, которые человек должен пережить. В конце концов, моя профессия полностью строится на чувствах, поэтому им нужно позволять жить. Ханде также рассказала, что мечта стать актрисой появилась у нее настолько рано, что она уже не помнит момент, когда приняла это решение. Я была совсем маленькой, не помню, когда именно решила стать актрисой, но это чувство всегда жило внутри меня. Внутри каждого человека есть огонь любви к своему делу. Нужно научиться жить с этим огнем и однажды позволить ему вырваться наружу. Помимо актерской карьеры, особое место в жизни Ханде занимает искусство. Актриса призналась, что совсем недавно ей доставили новые краски, а сама живопись остается для нее не менее важной частью жизни, чем кино. У меня огромная любовь к искусству. Если бы была возможность, я бы попробовала себя еще во многих его направлениях. Искусство – это огромный волшебный мир, который питает душу и меняет взгляд на жизнь. Живопись для меня так же важна, как актерская профессия. Просто пока эту часть себя я храню только для себя, но однажды обязательно покажу, когда почувствую, что действительно готова. Говоря о переменах, Ханде призналась, что с возрастом перестала бояться нового. Если раньше любые изменения вызывали у нее осторожность, то теперь именно они становятся главным источником вдохновения. Мне кажется, с определенного возраста внутри человека сама собой появляется энергия перемен. До какого-то момента я всегда была гораздо осторожнее и по отношению к новому, и вообще ко всему незнакомому. Новый мир, новые люди, новый стиль, даже новое платье. Пусть это самый простой пример. Но потом наступает момент, когда ты уже понимаешь не столько то, чего хочешь, сколько то, чего не хочешь. Именно тогда тебя начинает тянуть ко всему новому. Ты выбираешь то, что вызывает любопытство, что по-настоящему тебя вдохновляет. Потому что меняется сам взгляд на жизнь, меняется твое восприятие, и где-то глубоко внутри рождается желание перемен. Со мной произошло именно так. Последние несколько лет я постоянно спрашиваю себя, что еще я могу сделать, что нового могу привнести в свою жизнь, чему научиться, что изменить в себе. Я думаю о том, что уже сделала и что еще стоит изменить, чтобы двигаться вперед еще лучше. Очень многое меняется, и я уверена, даже сейчас, находясь там, где я есть, мне предстоит сделать еще очень многое.
При этом актриса неожиданно призналась, что устала постоянно бороться. На самом деле мне хотелось бы выбирать более легкий путь, но мой бойцовский характер почти не позволяет мне этого. Если бы только позволил. Иногда мне очень хочется просто впустить в свою жизнь что-то легкое, выбрать самый простой путь. Но я настолько привыкла бороться, что, наверное, мне еще предстоит научить себя принимать то, что даже если что-то достается легко, это тоже хорошо. Мне нужно этому научиться. Думаю, иногда я слишком много сражаюсь. В завершении интервью Ханде ответила на вопрос, хотела бы она изменить какие-либо решения, принятые в начале своей карьеры. Ответ оказался однозначным. Нет, я ничего не стала бы менять, потому что все решения я принимала сама, осознанно и по собственному желанию. И из каждого события извлекла очень ценные уроки. Если представить это как цепочку костяшек домино, то стоит изменить хотя бы одну, и, возможно, все сложилось бы совсем иначе. Поэтому я не хочу о чем-либо сожалеть. Все, что произошло, привело меня туда, где я нахожусь сейчас. И я очень счастлива тем человеком, которым стала. Несмотря на то, что по собственному признанию внутренняя борьба еще продолжается, сегодня Ханде Эрчель старается смотреть на жизнь иначе. Я все еще учусь справляться с некоторыми вещами внутри себя, но стараюсь не зацикливаться на этом. Я предпочитаю видеть прежде всего хорошее во всем, что происходит, подытожила актриса. Делитесь своим мнением в комментариях. Спасибо за просмотр.